Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца апреля, а именно период с 15 по 30 апреля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Что ожидает ваш знак зодиака в этот отрезок времени. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я всегда очень рада такой обратной связи с вашей стороны. Пишите, не стесняйтесь. Так я буду знать, что я не зря это видео записала. Первая карта у вас хорошая. Карта девятка кубков, карта удовлетворения, карта радости. Это карта, которая показывает в целом вашу самодостаточность, довольство собой, довольство теми результатами, которые у вас уже есть, потому что вы получили это благодаря, не знаю, своему везению или своему труду. Но в любом случае это вас эмоционально очень-очень радует. Это дает вам ощущение безопасности, счастья, может быть, какого-то успеха, который вы здесь испытываете и который к вам пришел благодаря вашему пути пройденному, потому что девятка, она близка к десятке, да, то есть вы уже что-то проделали для достижения этой цели. Тут же у вас есть принцесса Пентаклей, карта каких-то шагов, которые вы совершаете, может быть, касаемо нового проекта, новой работы, а в целом по принцессе Пентаклей каким-то возможностям, которые вам здесь могут даваться. И вместе с императрицей это что-то, что может быть очень продуктивное или иметь какой-то хороший результат, то есть быть очень плодородным, очень выгодным для вас, может быть, какое-то здесь выгодное предложение, которое вас радует, которое много эмоций вам дает. Может быть, у кого-то новость о беременности, да, потому что это карта беременности, карта материнства. Она может символизировать беременность, роды или зачатие ребенка. Может быть, у вас здесь праздник, да, отмечаете рождение ребенка, кто вот должны родить, допустим, да. Тут же двойка мечей, карта в какой-то степени застоя. То есть вы, возможно, здесь находитесь как будто на распутье и должны принять какое-то решение важное. Но давайте мы сейчас посмотрим, что же эти карты означают, потому что вот двойка мечей, она немножечко выбивается из общего контекста вот этих первых трех карт. Ну, давайте посмотрим. Дальше пятерка мечей, которая тоже не сильно вроде бы как радует, и пятерка кубков. Две пятерки. Но я думаю, что главная сложность здесь в том, чтобы отпустить что-то прошлое, отпустить то, что вам больше не подходит, или что-то, что не получилось, что-то, на чем вы зациклены, и вот как будто это не сработало, и вы в любом случае, может быть, не можете отпустить мысленно эту ситуацию. Вот как будто вы хотели достичь результата любой ценой, и это не получилось. Не получилось из-за каких-то людей или из-за каких-то обстоятельств, внешних факторов. Но в любом случае здесь это что-то не сработало, и по пятерке кубков вы здесь зациклены на этой неудаче. То есть вы не видите каких-то дополнительных перспектив, которые здесь вам даются с этой принцессой Пентаклей и с этими двумя кубками, которые стоят за его спиной. То есть что-то, да, не сработало, что-то утеряно, это вызывает у вас сожаление. То есть вот сосредоточенность на вот этих опрокинутых чашах, которые он видит перед собой. Но у вас же есть еще эти две чаши за спиной этого человека, которые вы можете использовать. Просто вы на них почему-то не обращаете внимания. Может быть, вы можете и упустить какую-то хорошую возможность, потому что вы сосредоточены на огорчении того, что не получилось, и вам нужно постараться выбраться из этого состояния двойки мечей, когда вы себя ограничиваете от движения, потому что что-то не получилось. Да, и вы, может быть, тратите много времени сейчас на что-то, что не приносит результата, а вы бьетесь как об стену и не получаете результата. Вам нужно выбраться из этого тупика, из этого состояния и двигаться дальше, потому что карты-то основные у вас просто хорошие, и девятка кубков, и восьмерка, и принцесса Пентаклей, и императрица. Но здесь выпадает еще и восьмерка мечей. Переживания, страхи, сомнения, которые у вас есть, опять-таки вы больше накручиваете себя и думаете о чем-то негативном, потому что зациклены на какой-то неудаче, которая у вас была, возможно, и вы как будто застряли в этой ситуации. Хотя вот дальше опять шестерка пентаклей есть, да? Шестерка пентаклей с восьмеркой мечей рядом, она показывает, наверное, знаете, ситуацию, когда некоторые из вас вот все еще находятся в состоянии, может быть, какого-то
дефицита, да, может быть чувство, как будто вы находитесь в этой ловушке, в ограничениях, связаны или скованы чем-то, и как будто не можете что-то изменить, не можете от какой-то ситуации избавиться. И очень много об этом думаете, это поглощает ваши мысли здесь. Вот так вот вы смотрите здесь на эти вещи, да, как будто видите себя в ловушке. Но больше это происходит из-за того, что вы так думаете. То есть из-за ваших собственных мыслей, из-за ваших ограничений, которые вы себе в голове сами выстраиваете. То есть вы должны понять, что вы легко можете выйти из этой ситуации. Вам не нужно выстраивать вот эти вот барьеры в своей голове. Не нужно какие-то оправдания придумывать, что я не смогу это сделать или у меня не получится, потому что. Да, то есть вам нужно быть смелыми, чтобы принимать какие-то предложения или возможности здесь, использовать их в рост, в потенциал. Вам что-то здесь дается по шестерке пентаклей, вам нужно уметь принимать эту помощь или принимать что-то как идею какую-то или что-то материальное от других людей. То есть уметь заботиться о себе здесь. Уметь получать от окружающих людей заботу, внимание, поддержку, соответственно, ту, которую они могут вам здесь давать. Ну и также и вы можете очень многое давать окружающим вас людям по шестерке пентаклей. Может быть, свои эмоции, там, не знаю, свою тоже поддержку или вот что-то в таком духе. Но давайте посмотрим, что еще здесь есть. Есть принцесса мечей или паж мечей ее еще называют. Да? И карта принца пентаклей, то есть земной знак, земная стихия и воздушная стихия. Возможно, как-то здесь вовлечены земные знаки, потому что очень много их. Тельцы, девы, может быть, как вы, или козероги, а также воздушные знаки, которых тоже много здесь, много мечей. Это весы-близнецы или водолеи. Возможно, вам здесь нужно будет по принцессе мечей разобраться в каком-то вопросе, для этого проанализировать ситуацию, возможно, разобраться в чем-то детально. Возможно, вам здесь нужно будет, вот если что-то недавно началось или что-то находится в таком зачаточном, скажем, состоянии, какое-то предложение, то это что-то может набрать обороты очень быстро, но вам нужно по принцессе мечей разобраться во всех аспектах, во всех деталях. Вам нужно, возможно, будет коммуницировать с другими людьми, расспрашивать у них какие-то там вещи, которые вас интересуют, и спокойно, уверенно, да, настойчиво идти к своей цели, соответственно, по принцу пентаклей. Дальше идет восьмерка жезлов и страшный суд. А здесь, да, вот знаете, как будто бы там, где вы застряли на одном месте и боялись двигаться дальше, были зациклены на том, что что-то не получилось в прошлом, что-то в прошлом произошло, что вас расстроило, и вы сейчас можете беспокоиться о том, хватит ли вам возможностей или сил, чтобы справиться с этой ситуацией или там, да, с этой идеей, которая у вас есть, с этим предложением, потому что вы вот здесь вот сами себя ограничиваете от каких-то действий решительных. Но здесь сами события происходят достаточно стремительно и быстро, вот практически мгновенно. И здесь события развиваются очень быстро. Здесь вам придется принять решение о том, как вам двигаться дальше. И это решение, оно может кардинально поменять вашу жизнь, с ног на голову перевернуть. То есть для вас это может быть, кстати, какое-то путешествие, какая-то поездка или какая-то внезапная смена направления вашего движения вперед. Но опять-таки это очень быстрая смена направления, и она что-то очень сильно, кардинально для вас меняет в вашей жизни. То есть это будет таким переломным моментом для вас, соответственно, в этот период времени. И это очень-очень интересная ситуация. Дальше у вас есть иерофант, то есть карта семьи и семейных ценностей, может быть, каких-то вопросов в семье. И простите. Да, кстати, шестерка мечей. Может быть, и какая-то поездка. Я ее оставлю, раз она выпала. Опять-таки, четверка жезлов, иерофант, семья, брак. То есть для вас важны люди, ваши близкие, вокруг вас, которые могут вас поддержать в это время. Вам, скорее всего, нужно придерживаться традиционных каких-то способов ведения дела или традиционных методов, или опираться на близких, на родственников, которые могут вас поддержать и вам помочь здесь по иерофанту. И также здесь вот эта четверка пентаклей с тройкой мечей. Вам нужно соблюдать
Эмоциональные границы, может быть, с людьми, то есть для вас важны связи, но также вам нужны здоровые границы эмоциональные, чтобы защитить свое сердце, чтобы вам никто не сделал больно, чтобы никто вас не обидел. И по 4 Пентаклей для вас важны вот эти ваши эмоции, и вы стараетесь здесь очень практично подходить ко всему, что вы делаете, и защищать ваши ресурсы, защищать ваши эмоциональные ресурсы в первую очередь. И также вы бережно стараетесь относиться здесь к деньгам. Вы, может быть, даже немножечко экономны, здесь экономнее, чем обычно, или стараетесь не тратить больше, чем необходимо, то есть расходовать свои материальные, финансовые средства как-то очень и очень рачительно, очень продуманно. Но в любом случае достаточно неплохой для вас расклад Девы, поэтому на этом я с вами сегодня прощаюсь. Всем желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Обязательно оставляйте также ваши сообщения и комментарии. Желаю вам всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких. До скорого.